добрый идет, очень добрый. Ой, по тормозов нету. Тебе нравится? Заниматься любовью без гондона. О, мотоциклист. Одним движением руки. Ребят, чекайте, как я выгляжу. Тачка идет боком. Это, наверное, какой-то дефект. Совсем недавно в прямом эфире один из вас написал: Денчик, ты как будто маменькин сынок и живешь за маменькины деньги. Алды знает, что Денчик в свое время продавал газеты на перекрестке, СМ-реклама. И первые мои кроссовки, которые были у меня самыми крутыми, я купил поношенными в секонд-хенде. Не то, что мне не хватает денег или чего-то. В этом видео я вам расскажу, почему я продаю тачку, сделан такой небольшой обзор. Ну а совсем скоро мотосезон, а моцик стоит у меня в квартире. А стоит он в квартире, потому что совсем скоро мы уезжаем, ребят, в Турцию. Неважно, в каком ты прикидоне ездишь на этой тачке, в костюме, в кепке, в панаме, в калошах, все равно ты будешь выглядеть круто. Как я и говорил до этого. Эта машина делает вас уникальным, так же, как она и сама по себе уникальна. Как вам, кстати, мой кипарик, мой прикид? У нас, ребят, сегодня получается такой, типа, обзор, разговор по душам, все вместе. Смотрите, как валит Бэха. О! Ее крутить надо. Она добрая идет, очень добрая. Ой, по тормозов нету. Где-то чуть пропадает, надо подкачивать, да. Да, реально, что-то с тормозами не то. В самом конце схватывать, ну ничего, нужно сделать. Да, это очень важно. Ну, в пробочке, конечно, на механике такое себе. Нужно все время переключаться. Я бы не хотел по пробкам на механике ездить. Я помню, как у нас был Subaru STI, Эвушка 9, красивая девушка оранжевая. И все время вот это переключение в пробке, ну, это такое себе удовольствие. Вот, угостил кубиночку капучино. Слушайте, а тормоз реально в самом конце только схватывает. Надо будет сказать новому хозяину. А то потом скажет: а что ты мне не сказал, что тормоза пропадают где-то? Ну, машинка не новая, там-сям что-то происходит. Тебе нравится, как я выгляжу? Зато ракурс офигенный такой от первого лица. О, семерка вот там едет. Семерку мы тоже в свое время продали. Это некрасиво, кстати, которая едет. Я думаю, что нужно всего лишь одну машину, просто чтобы она была в хорошем состоянии, чтобы не распыляться на много автомобилей, если вы не можете позволить себе. Как бы мы позволить можем себе, но зачем это? Не, вообще не можем, распродаем. Да, не можем позволить. Да времени у нас нет даже ее использовать, эксплуатировать. Ну да, кататься. Просто у дома, чтобы она стояла, это нужен тепленький гараж, кататься на ней, чтобы машинка двигалась. Ой, как приятно она едет. Четенький аппарат. Мне вот этот трамвай напоминает какой-то космический корабль. У меня такой, знаешь, это испанская улитка, которая без панциря, такая, которую в прошлом году все хотели уничтожить. Жирная ты такая? Да, такая противная. Фу. Да, я помню, их было очень много. Они бесполые, у них нет гендерного принадлежности. Смотрите, у нас много очень таких улиц. Я уже хотел проехать, ну ладно, постоим немножко. Брусчаточка называется. Вечная дорога, так же, как и вечная машина BMW. На данный момент Денчику немного обидно и жаль ее продавать. Но я ему говорю, что когда мы поедем в салон забирать новую BMW, он про эту даже не вспомнит. Нет, я хочу новую, хочу классическую, чтобы у меня стояла в гараже. Для чего? Чтобы стояла она? Да, красиво. Какой-то у чувака, у него толчок, ребят, знаете, из чего сделан? Из бака мотоцикла. У него так стильно там в хате. Очень круто сделано. Но зато она будет в добрых, хороших, классных руках фаната. Так что я хочу сказать по машине. Смотрите, здесь все по-классически, ничего не поломается, крутилки крутите, нигде не заблудитесь, где какие кнопки, никаких LSD дисплеев мы уже проехали, весь то, там была, там Артурик, этот барчик. Так вот, все понятно и просто, температура, масло, скорость, тахометр, спидометр, лампочки, вот, не до конца свет, кстати, включил, попипикал, вот, нормально. Что тут еще? Ничего лишнего, все нормально, поехал, вот почти что зеленый проехал, еду, кайфую.
Не то, что эти новые тачки, там супер много лишней информации, от которой у тебя мозг теряется в этой стихии, в этом океане электроники и технологий. Ну, хотя технологии, знаете, мне тоже нравятся, особенно на мотоциклах. Как вам видончик от первого лица? По-моему, очень даже классный. Надо снимать видео от первого лица, обзорчики от первого лица. Ой, как тут все перерыли, мамочка дорогая. Я говорю, подвеска тут обалденная. Вообще ямы не чувствуется. В отличие даже от Е60, там пробивает на R18 диски стоят. А здесь едешь и кайфурики. Смотрите, как поворотится. Опа! 2 движения руки. Опа! И все. Управляется шикарно. Смотрите, новая бэха, ребят, да? Новенькая, красивенькая такая. Но нет души в ней, нет души. Вот здесь душа. Дорогие мои друзья, найти хороший автомобиль в наше время большая проблема. Поэтому перед тем, как покупать автомобиль, обязательно проверьте его. Это очень важно, чтобы попасть на деньги. Я хочу вам посоветовать Car Vertical. По моей ссылочке, с моим промокодом, ссылочка в закрепленном комментарии, в описании под этим видео, вы получаете 20% на проверку автомобиля. Что вам для этого нужно? Всего лишь узнать ВИН-код автомобиля. Адекватный продавец должен вам его предоставить. Что важно, информация, предоставленная в других отчетах, может быть изменена, а эти отчеты основаны на блокчейн-технологиях. Поэтому ими невозможно манипулировать. Записи об угонах, данные продавцов, пробег автомобиля, который обычно все любят скручивать, спецификация автомобиля, комплектация. Здесь вы можете проверить историю ремонтов и технического обслуживания. Отчет о скрытых повреждениях, характерные дефекты для каждой модели. Если у вас нет возможности пригласить эксперта проверить автомобиль, и вы не сильно понимаете в этом, тут есть даже контрольный список, который поможет вам при проверке автомобиля. Недостатки модели и ее изъятие с рынка. Как и говорил, ссылка в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Спасибо вам за поддержку. Каждый ваш переход помогает мне делать более качественный, интересный контент. Но мы продолжаем дальше. Тачка управляется огонь, держит повороты. Эта машина создана для драйва, понимаете? Как она едет превосходно. Здесь только ты и она, ты и она. Это, ребят, как заниматься любовью без гондона. О, мотоциклист, здорово, брат. Одна из причин продажи BMW – это наш семейный бизнес. Бизнес занимает очень много времени. Я не скажу, что он приносит миллионы, ну какие-то деньги он приносит, но хочется развития. И нет времени вот кататься на бэхе, что-то тюнячить, да и денег на самом деле не хватает на все это. Но восстановление салона уже вышло бы где-то 1300-1400 евро. Это еще с рекламкой. Я делаю видео. Вот так у нас тут все красивенько выглядит. Погода огонь. У нас тут такая красота. Волшебный дуб. Зимой тут вообще красота. Нужно сделать террасу, нужно сделать это здание арт-объектом сзади, нужно заборчик поставить. На все это нужны деньги. Пишите, или если какая-то команда хочет граффити сделать, как-то заколлаборировать, обязательно пишите нам, друзья. Вот и кубиночка, она работает. У нее выходных нету, у нас выходных нет, мы все время работаем. Клубничку готовит, понедельник, вторник, выходные у нас, да? Ну, что ты скажешь по поводу продажи Е34? Кубиночка говорит, ну не продавай, если не хочешь автомобиль. А я-то понимаю, что нужно продавать. Что он будет стоять? Это такая классная фишка. Во-первых, пепси без сахара у нас есть, да, я типа худею. Вместо подстаканника сюда так хоп, вставил. Очень удобненько. Кстати, а где тут подстаканники? Нет, не здесь. Порадовать любителей, не любить пристегиваться. Здесь вы можете не пристегиваться, так как здесь нет никаких предупреждений. Нет вот этих кричащих пиу-пиу-пиу, когда вы не пристегиваетесь. Но я вам советую все-таки пристегиваться, безопасность превыше всего. Особенно пристегивайте детей. И не курите, пожалуйста, в машине, если вы ездите с детьми. Я вообще не понимал никогда людей, которые курят в машине. Это же все воняет, прованивает. Да, это ваша машина, вы можете в ней делать, что хотите. Согласен. Но зачем курить в машине? Да вообще не курите, бросайте. По мне, это самый красивый кузов из классики BMW. Ну, еще E30, конечно, ничего. Много бэх, которые мне нравятся, но Е34 это фаворит, это топ. Я так себя вот плохо чувствовал, когда я продавал Evo 9. Алды помнят, что у меня была оранжевая Evo 9. Это легенда, она, конечно, в разы дороже стоит, но, по правде сказать, BMW мне нравится намного больше, чем Evo 9. Ну и Evo 9, да, вообще я люблю автомобили, как и, наверное, многие из вас, кто смотрит это видео. Будущий хозяин уже заказал Hella передние фары на эту бэху. Обратите внимание, что нет заглушки, но она есть вот там, да? Видите? Ну вот здесь небольшой еще косячок такой по багажнику идет, да?
все это хотел сделать, но не было времени. Оригинальная эмовская бленда идет. Я хотел поставить красную, но так и руки не дошли. Вот здесь Hella фонари, здесь почему-то боковые депо фонари. Здесь косячок имеется, вот здесь он. Ржавчина небольшая, поверхностная. Кстати, мне очень не нравится, что они сделали так низко горловину бензобака. Все время, когда заправляешь, нужно опускаться, ё-моё. Вот эта накладка, мне ребят сказали, что она оригинальная. Она мне сначала не нравилась, но потом она начала нравиться. Но сейчас уже почти что машина, можно сказать, не моя, и мне печально вообще это рассказывать. По поводу зеркал Валера сказал, что оригинальные. Правда, здесь никакой маркировки я не видел, возможно, закрасили все. Но мы сравнили с оригинальными зеркалами. Ну, вроде, да, вроде оригинальные, но это не точно. Такие вот маленькие царапки на капоте. По-моему, это от котов, я что-то не знаю. Ну, их не было, когда я покупал машину. О, вот так должен открываться BMW капот. Одним движением руки. По движку все огонь, все на месте, ничего не свапнуто. Оригинальный двигатель стоит, что важно. Я считаю, что в таких машинах важна оригинальность. Вот даже наклеечки есть еще. Все на месте. Есть какие-то маленькие подтеки, там запотевания какие-то. Но для 90-го года, камон, это же все нормально. Трос и провода, самое необходимое BMW 100. Так, вот этот диск, не буду его сейчас трогать, он сделан из двух частей, из двух разных дисков. Я был в шоке. Ну а так вообще, вот я посмотрел, там даже под низом, под ковриком никакой ржавчины нет, ничего нет, здесь крылья целые, все целое. Помните, когда мы у Валеры поднимали машину, снизу все смотрели, все было четко. И что важно, смотрите, ребят, ремкомплектик, почти что полный, тряпочка даже есть. Найс. Вот здесь я запорол немного порог, тоже домкратом. Переднее крыло сам запорол. Вот тут вот косяк такой, когда поставили покрышку больше, чем надо. Немного здесь зеленушка такая, надо почистить. Машина должна двигаться, машина должна дышать, машина должна ездить, а не стоять, как у меня она стоит. Но зато люк работает, это дорогого стоит. Тут вообще как новый порог. Те, кто на Е60 катается, они знают, какие пороги на Е60. Я тогда покупал за 60 евро новый порог. Ну, точнее, не порог, это накладочка. Она идеальная. Сейчас поближе покажу. Офигеть. И здесь все очень чистенько, все аккуратненько. Нет никаких дыр. Да, с передними сиденьями придется поработать. Немножко реставрировать салон. Руль надо перешить, как вы знаете. Ну а так, по большому счету, все четко. Вот здесь вот резинка немного порванная. Кстати, вот здесь только что увидел, красочка отбита. Ну, конечно, это же не новая машина. 90-й год, ребят. Что вы хотели? Зато двери как закрываются. Идеально. Звук дверей. И вот когда открываешь, чувствуется, что это двери. Это немецкое качество. 90-е годы. А что сейчас делают? Сейчас делают картон. Очень часто спрашивали: Денчик, скажи код краски. По-моему, вот это вот BMW Thunderlag, это и есть название этого цвета. Вот здесь еще цифры 2121 364. Тут даже кожух, посмотрите, в каком состоянии. В отличнейшем состоянии. Castrol. Давайте откроем, посмотрим, что тут. Движок в идеале. Все. Диагностика сделана. Все окей. Короче, такая вообще. Смотрите, забыла свою сумку в Макдональдсе. А здесь такой райончик, где все стырить могут. Нормально, видишь? Ребят, чекайте, как я выгляжу. Нормально. Так что я хочу сказать, ребятки. Почему мы продаем BMW? Там сзади тетка стала, надеюсь, не стукну. Так близко стало, у меня нету парктроников. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да ты запарила, то сумки у нее нет, то капучино. Ты слепая, что ли? Что? Я видео снимаю, не мешай мне. А ты положил сахар? Там любовь, а не сахар. Так, продаю я машину, как я и сказал, не из-за того, что не хватает денег, а из-за того, что она стоит. И я понял, что я еще не заработал так много денег, чтобы она просто у меня стояла. А деньги должны работать. Деньги должны работать, нужно вкладывать денежки. О, нормально? Ну так себе. Давайте начнем, наверное, с того, почему она стоит и нету контента вообще с машины. Все очень просто. У меня нету, во-первых, денег на это. Во-вторых, у меня нету времени на это. Потому что мы занимаемся семейным бизнесом на данном этапе. Вы даже не подумайте, что я сейчас буду просить у вас денег на проекты, на бензин или еще на что-то.
я лучше буду работать и зарабатывать сам себе эти деньги, но самая лучшая оплата — это лайк под видео и комментарий. Вот это самая лучшая поддержка. Буду с вами откровенен, я продал Жигуль, алды знают, вообще алды в курсе всей моей, наверное, жизни. Может, для кого-то покажется, что я слишком часто напоминаю о том, что у меня работа, у меня житейские проблемы, у меня семья. Да у каждого человека проблема. Просто я хочу, чтобы вы понимали, какова реальная ситуация. Автомобиль я купил за 8000 евро. Пока что никаких громадных вложений я не делаю, этот автомобиль. Но дело в том, что я плачу кредит 230 евро в месяц. Да, у меня есть зарплата на работе официальная. Плюс у меня бизнес, который хорошо, что по нулям пока что. Ну и с Ютуба, если честно, на данном этапе я почти что не зарабатываю ничего. Да, мало кто в наше время умеет пользоваться механической коробкой передач. Сейчас все привыкли к чему? К автомату. Вот я думаю свою мелкую учить на автомате или на механике. Какая же это слаженная тачка. Так, надо свет включить. Все механически, все нужно делать своими руками. Управляется машина идеально. Никаких электронных помощников. Единственное, что здесь есть, это АБС. И все. Она слаженная, она сплоченная, она четкая. Знаете, это как боксер. Вот у нас в Латвии есть Майрис Бредес, чемпион по боксу в мире. Очень крутой чувак, кстати. Они дружат с Усиком. Усик тоже офигенный крутой боксер. Так вот, я хочу сравнить этот автомобиль немножко с боксером. Он такой заряженный, сплоченный. И машине нужно ездить, машине нужно двигаться, машине нужно тренироваться. Если машина стоит, это как и человек. Он сидит, он толстеет, он слабеет. Нужно держать себя постоянно в тонусе. Вы послушайте, 90-й год ничего не гремит. Ну, минимально где-то что-то, да. Подвеска четко отрабатывает все. Где вы такое видели? Я недавно прокатился на Аудюхе. Ого, нифига себе, как она валит. Ну вот Аудюха что-то там как-то была такая расхлябанная, а здесь все четенько. Единственная проблема, что иногда вот нога залипает на газу, и что-то ручник дергается, непонятно почему. И тачка идет боком. Это, наверное, какой-то дефект BMW, особенно классических BMW. Блин, ну как она едет классненько. Кстати, расход не такой большой. Мы ездили по Латвии с ребятами. Такой автопробег делали. Помнится, расход был где-то 7-8 на соточку. Это по шоссе. А так где-то, ну, десятка, грубо говоря. Конечно, с нашими ценами сейчас 2 евро литр. Ну, евро 70. Это не айс. Что, нормально так бурлит, да? Прям как я в ванне бурлю обычно. Давайте заценим, как движок работает. Иногда, когда он неделю-две недели постоит, немного троит или не заводится, вы говорили, какой-то датчик поменять. Если кто-то помнит, то напишите, я новому хозяину скажу, что за датчик. По-моему, работает очень даже хорошо. Немножко компенсаторы где-то минимально цокают. А так четко. Что-то я кушать захотел, вы уже, наверное, покушали. Все, друзья, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Спасибо за поддержку в виде лайка, комментария. Встречаемся в следующих видосах. Будем работать, будем зарабатывать, будем идти к мечте, к мечтам, к мечтанию. Прощай, Бэхан. Мне будет тебя не хватать. Все, всем спасибо. Пока. Я понимаю, если я продам его, то я никогда не куплю больше BMW E34. Это как с Жигулем я продал, как будто я оторвал частичку себя, так как в свое время мой отец купил первый автомобиль, новый автомобиль 90-х, 2106, и у меня очень теплые воспоминания с этим временем.